Если тормозит YouTube, в описании ссылка, как бесплатно ускорить. Представьте, вы живете в тихой провинции советского блока. За окном маленький сонный городок, свежая ночь 1979 года, прохладно. Вы тянетесь прикрыть окно и вдруг замечаете в темном небе яркое свечение, которого там не должно быть. В небесах, прямо над крышами домов, оно не похоже ни на огни самолета, ни на падающую звезду. Небо просто рассекает светящийся шар. Вероятно, вы были бы удивлены, возможно, встревожены, но вряд ли могли бы представить, что вы стали свидетелями одного из самых дерзких побегов на Запад из соцлагеря. Побега на самодельном воздушном шаре. Началось все с незаметных и, казалось бы, незначительных событий. С того, что электрик Петр Стрельцик и каменщик Гюнтер Ветцель вместе работали на заводе и сдружились достаточно, чтобы доверить друг другу самый свой большой секрет. Оба хотят выбраться из ГДР на Запад. Восточная Германия была форпостом соцлагеря и при этом соседствовала с Западной Европой. Даже в таких условиях ГДР оставалась закрытой страной с тщательно охраняемой государственной границей. Чтобы пересечь ее легально, нужно было получить выездную визу, пройти многочисленные проверки. А за нелегальное пересечение можно было запросто попасть в руки Штази, Министерства госбезопасности ГДР, и загреметь в одну из ее тюрем, также поставить под удар семью и друзей. Нарваться на проблемы со Штази было делом нехитрым. Ведомство постоянно присутствовало в жизни немцев ГДР, следило за людьми как на работе, так и в частной сфере. Штази было вездесущим, заводило досье на каждого, кто казался подозрительным, и дальше это досье только пополнялось, ожидая своего часа. Поэтому действовать нужно было аккуратно и четко. Первое, что сделали Стрельцик и Вицель, договорились спланировать план побега и вскоре выбрали средства передвижения. Пользуясь профессиональным опытом, Стрельцик поначалу хотел построить для перелета вертолет. Но соратники быстро поняли, что вряд ли смогут раздобыть для него достаточно мощный двигатель. А потом друзьям попалась телепередача про воздухоплавание. Еще и родственник показал статью о международном фестивале воздушных шаров в Соединенных Штатах. Так появилась идея о полете на воздушном шаре. Построить его было дешевле и проще, чем вертолет. А проявив изобретательность, не составляло труда и добыть все необходимые инструменты и материалы. При этом лететь такой шар мог на достаточно далекое расстояние. Для начала Стрельцик и Вицель сделали расчеты. Шар должен был быть достаточно мощным, а гондола достаточно вместительной, чтобы вся конструкция могла бы перевести обоих создателей, их жен и детей. Предполагалось, что Стрельцик вполне справится с конструированием, но тут возникла неожиданная проблема. Пёсник, где замышлялся побег, это маленький городок в 20 тысяч жителей. Купить тут 800 метров тканей, необходимых для воздушного шара, и не привлечь внимание всех сплетников, включая местных осведомителей Штази, было совершенно невозможно. Друзья решают не рисковать и отправляются в настоящую экспедицию. Рудольштадт, Заальфельд, Йена. Они колесят по близлежащим городам и присматриваются к магазинам. И так до тех пор, пока не добрались до Геры, крупного по меркам Тюрингии города, где приятели и купили 850 метров хлопчатобумажной ткани. Сказать, что продававший им продавец был изумлен, это ничего не сказать. Но Стрельцик и Вицель не растерялись. Сказали, что увлекаются кемпингом, а для очередного похода нужно сделать много палаток. Продавец никаких вопросов задавать не стал и никуда не сообщил. А друзья, вернувшись в Пёсник, смогли, наконец, приняться за работу. Вицель сел за швейную машинку. Следующие 2 недели все свое свободное время он шьет чехол воздушного шара. Стрельцик работает над гондолой и горелкой, с помощью которой планировалось поднять всю конструкцию в воздух. В дело шли баллоны для бытового газа, шланги, всевозможные насадки, куски водопроводные и печной труб. От замысла до готовности воздушного шара прошло около месяца, и в апреле 1978-го решили устроить предварительные испытания. Дальше были пробные запуски, посмотрим, как они прошли и что вообще из всего этого вышло, после небольшого некоммерческого объявления от Руслана Левиева. Посмотрите, пожалуйста. Руслан Левиев и его команда Conflict Intelligence Team – это независимый проект, который, на мой взгляд, делает самую качественную аналитику о войне. Они не работают в интересах пропаганды ни одной из сторон, а представляют объективные данные, основанные на фактах. Именно поэтому в свое время я пригласил Руслана вести еженедельные сводки на моем канале. Такой уровень аналитики невозможно делать на коленке.
Над каждым материалом работает вся команда, тщательно проверяя все данные. Это не про популярные версии, громкие заголовки и погони за лайками. Это про факты и спокойный анализ, на который можно положиться. С начала полномасштабного вторжения команда CIT подготовила свыше 2000 материалов, от аналитики и сводок до интервью и комментариев. Эти данные помогают людям принимать жизненно важные решения – уехать или остаться, оценить риски мобилизации или наступления, защитить себя и близких от обмана со стороны военкоматов. В 2024 году многие крупные проекты военной аналитики закрылись из-за недофинансирования и выгорания. Это неудивительно. Война длится уже больше 1000 дней, и люди от нее устали. Финансирование CIT тоже сократилось. Прошлой весной команда собирала 14 тысяч в месяц, а сейчас всего 7. Тем не менее, они продолжают ежедневно выпускать качественную аналитику. Но для этого приходится работать на пределе возможностей, что увеличивает риск выгорания ключевых специалистов. Ситуацию осложняет то, что в России CIT признали нежелательной организацией, из-за чего они не принимают пожертвования с российских карт, а это 60% их аудитории. Чтобы сохранить высокий уровень работы команде, нужна ваша поддержка. Даже $15 ежемесячно – это реальный вклад в сохранение независимой военной аналитики. Ссылка на все доступные способы поддержки в описании. Продолжаем. Проблемы следовали одна за другой. Сначала шар не удалось надуть, и было решено, что его просто нельзя класть на землю, а надо подвесить вертикально. Пришлось найти место, где можно подвесить такую махину. Им оказался утес в местной каменоломне, и посреди ночи отправиться туда пришлось с шаром. Но это тоже не сработало. Тогда в дело снова вступила техническая мысль. Для нагрева воздуха создали самодельный огнемет, а чтобы наполнить шар воздухом комнатной температуры, сделали специальный механизм из двигателя и стартера. Но тут-то и вскрылась ключевая проблема. Выбранная ткань слишком хорошо пропускала воздух и не годилась. $360, огромные для ГДР деньги, были потрачены напрасно. Предстояло начинать все сначала. Несколько недель Ветцель сжигал по кускам так и не взлетевший воздушный шар у себя в печи, а потом друзья опять взялись за дело. В этот раз они были более обстоятельны. Перепробовали множество образцов ткани, от нейлона до ткани, используемой при изготовлении зонтов. И каждый раз испытывали их на термостойкость, вода и воздухопроницаемость. В конце концов было решено остановиться на синтетической тафте. Не идеальном варианте, но самым дешевым из подходящих. Снова рассчитанная норма ткани, снова поиск подходящего города для покупки, снова далекая поездка, на этот раз аж в Лейпциг, до которого 160 километров. И снова ничуть не менее изумленный продавец, у которого попросили 800 метров синтетической тафты за 4800 немецких марок, $720. Ни эксцентричными богачами, ни сумасшедшими стрельцы с Вицелем не выглядели. Поэтому потребовалось прям-таки отличное объяснение всем этим странностям, и они его дали. Они члены парусного клуба, им срочно необходимо сшить новые паруса. Позже друзья вспоминали, что всерьез опасались, как бы этот продавец не сообщил о странных покупателях в штазе. Но обошлось. Они вернулись домой с добычей и вдобавок с специальной электрической педалью для швейной машинки. И с ней шить куда быстрее. Казалось бы, на этот раз все было четко просчитано. Опыт учтен, ошибки исправлены. Но и второе испытание тоже прошло неудачно. Оказалось, что сделанная стрельциком горелка недостаточно мощная. Шар удается надуть, но поднять в воздух гондолу, даже без пассажиров, он не может. После этого они долго экспериментировали, пытались увеличить мощность, но ничего не получалось. Ветцель был слишком удручен очередной неудачей. Он сказал, что на этом выходит из совместного проекта и попробует придумать другой вариант. Может, соорудит легкий самолет или планер. Стрельцик же решил довести свое дело до конца и довел. Почти год спустя он обнаружил, при перевернутых газовых баллонах мощность горелки увеличивается, и этого достаточно, чтобы подняться в воздух. Он решил, что откладывать нечего, и ночью 3 июля стрельцики вчетвером поднялись в воздух. Полет шел успешно. Ветер нес шар в нужном направлении, но внезапно шар вошел в облака. Конденсат осел на ткани, из-за чего та сильно утяжелилась. Конструкция пошла на снижение намного раньше нужного. Это был страшный момент. Стрельцики плохо представляли, где именно находятся, боялись быть обнаруженными. Немногим меньше опасались приземлиться в охраняемой приграничной зоне и попасться солдатам.
В конце концов, семья приземляется. Стрельцик идет обследовать местность и находит мешок со штампом восточно-германского города. Этого достаточно, чтобы понять, до Запада они не добрались. Теперь им предстоит сложный путь домой. Впереди полукилометровая заминированная зона близ границы. Потом охраняемая территория в 5 километров. Затем дорога пешком до машины и пусковых принадлежностей, которые они оставили в лесу и которые критично забрать. Тем не менее, домой они успевают вовремя. Достаточно, чтобы объяснить отсутствие на работе и в школе болезнью. Теперь побег уже не мечта и не отчаянный заговор. Он стал насущной необходимостью. Стрельцик понимал, брошенный так близко от границы шар вот-вот обнаружат военные. Они сообщат о своей находке Штази, и тогда начнутся серьезные поиски виноватых. Он, конечно, уничтожил все, что могло навести на правильный след. Но в том, что Штази способна крепко вцепиться в свою добычу и допытаться до истины, не сомневался. Под угрозой были не только стрельцики, но и ветцели. Через месяц после неудавшегося побега по радио пустили объявление: рядом с границей обнаружены признаки серьезного правонарушения и перечисление всего, что стрельцики оставили на месте приземления. Слежка усилилась. Все взвесив, Стрельцик рассказал о неудавшемся побеге Вицелю. Вместе они решили, у них и их семье есть только один шанс выжить. Как можно скорее сделать еще один шар и бежать. Ситуация развивалась стремительно. Друзья купили в 1,5 раза больше ткани самых разных цветов во множестве разных мест. Расчет был на то, что такой разброс привлечет меньше внимания. Разделили обязанности так же, как и в прошлых попытках. В итоге новый шар, большой и прочный, и всех цветов радуги, был готов меньше, чем через месяц. Оставалось дождаться подходящей погоды и лететь. В ночь на 15 сентября была сильная гроза. Стрельцик решил, что поднявшийся ветер им благоприятствует. Семьи отправились на уединенную поляну, откуда предполагалось лететь. И тут проблемы начали раскручиваться одна за другой. Шар начинает подниматься, но отчаянным семьям не удается перерезать все тросы одновременно. Начинается пожар, его удается погасить. Они предусмотрительно взяли с собой огнетушитель. Но тут вмешивается стихия, ветер усиливается, в горелке то и дело гаснет пламя. Ветцель постоянно тянется наверх, чтобы снова зажечь его спичкой. И тут по шару идет трещина, появляется разрыв. Лететь в таких условиях опасно. Страшно упасть, а на борту маленькие дети. Но садиться тоже нельзя. Все понимают, в этот раз Штази их не упустит. Беглецы еще не знают, что их уже увидели. Шар засекают радары западно-германских авиадиспетчеров, а при снижении замечает бдительный ночной сторож в городе Лобенштайн. Из-за его предупреждения включают прожекторы, но обнаружить странный объект в воздухе не могут. Горелку приходится включать слишком часто. Лететь, сколько запланировано, не выйдет. Нужно приземляться. Шар всего в паре десятках километров западней границы, но Стрельцик и Ветцель решают снижаться. Они еще не уверены, что выбрались, но предполагают, что им удалось. Внизу видны маленькие ухоженные фермы, а не знакомые с детства государственные сельскохозяйственные предприятия. Стоящая на полях техника выглядит гораздо более современной, чем привычная восточно-германская. Тем не менее, приземлившись, приятели договорились с женами, что те спрячутся вместе с детьми, пока ситуация не прояснится. И тут навстречу беглецам выходят люди в форме. Стрельцик и Ветцель пытаются разглядеть их машину. Кажется, это Ауди. Друзья практически уверены, что спасены. «Мы долетели? Мы в ФРГ?» – спрашивают Стрельцик и Ветцель. И слышат заветное «да». Наконец можно позвать семьи, дать волю эмоциям и обнять озадаченных всем этим ночным приключением полицейских ФРГ. Когда все успокоилось, полицейские отвезли Стрельциков и Ветцелей в ближайший город, Найла, где их встретил заспанный и ошарашенный мэр, а уже на утро появились первые журналисты. ФРГ радушно приняла беглецов. Ими заинтересовались газеты и телеканалы. Их приглашали к высшим чиновникам Баварии, где они высадились. Речи о том, чтобы их выдать, не шло. Тем не менее, Стрельцик и Ветцели не могли быть спокойными до конца. Они не сомневались, что Штази будет мстить, и оказались правы. Обычной практикой Штази было наказывать не только непосредственных виновников, но и их родственников. Считалось, что страх за родных остановит желающих идти против государства. Именно поэтому Штази очень быстро арестовала сначала брата Стрельцика, а потом и сестру с ее мужем. Их обвинили в содействии и подстрекательстве к побегу. Это стало вдвойне тяжелым ударом.
Стрельцак не мог ничего узнать даже об их состоянии. Любые письма из ГДР беглецам были запрещены. Но информация об аресте родственников Стрельцака просочилась на Запад и вызвала бурные протесты. К делу подключилась Amnesty International, и в итоге их удалось освободить. Для самого Стрельцака проблемы на этом не закончились. Штази подсылала к нему шпионов, которые пытались, например, разрушить его пошедший в гору бизнес. В конце концов, это так измотало семью, что Стрельцаки перебрались в Швейцарию. Шпионы не отстали и там, и продолжали преследовать семью вплоть до воссоединения Германии. История Стрельцаков стала вдохновением для многих, кто хотел вырваться на свободу. Штази силу этого вдохновения прекрасно понимали и сделали все, чтобы новые побеги не случились. Закрыли все маленькие аэропорты вблизи границы, сделали газовые баллоны регистрируемым товаром, выпустили распоряжение извещать обо всех крупных закупках ткани. Но так ничего и не предотвратили. Спустя 4 года молодой пограничник Хольгер Бетке бежал в ФРГ на лодке. Через год вернулся за своим младшим братом на легком самолете, а еще через несколько лет вытащил своего третьего брата, на этот раз на самолете самодельном. В 1986 году несколько человек заметили, что карточки одного стрип-клуба удивительно похожи на дипломатические документы. Этого оказалось достаточно, чтобы попытаться пройти с ними через КПП и преуспеть. Людей не остановили ни риски, ни препятствия. Ведь на кону была свобода и новая, яркая, полноценная жизнь. ГДР создавалась как полноценная часть социалистического лагеря, а существовала как государство, управляемое профессиональной спецслужбой. Предполагалось, что сочетание качественной пропаганды, умеренного благополучия и повсеместной слежки сделают Восточную Германию идеально контролируемой страной. Вот только люди оставались людьми. Они слышали о другой жизни от знакомых, побывавших за границей. Настраивали телевизоры и радио, чтобы ловить западные волны. Знакомились с миром, о котором им запрещали даже мечтать. И были готовы рискнуть всем ради шанса на лучшую жизнь. Изоляция – один из самых сильных союзников диктатуры. Любой диктатор стремится перекрыть людям доступ к свободе, к информации, к реализации. Заткнуть каждую дыру, через которую может просочиться дух свободы. Вот только это не работает. Люди всегда находят выход. Ведь стоит диктатору законопатить дверь, где-то тут же распахивается окно. До завтра.